Приветик, ребята! Сегодня среда, и это значит, что у нас новая тренировочка Go to Slim. На сегодняшней тренировке вам понадобится скакалка, гантели и водичка. Поехали! Начнем нашу разминку. Сделав глубокий вдох, остановившись, мы начинаем все с шеи. Как обычно, наша стандартная разминочка. Повороты в сторону. И круговые вращения. Остановились, крутим кружочки плечами, разминаем грудную клетку, в другую сторону. Тянем руку в сторону. Вторую. Небольшие кружочки с согнутыми локтями. И ровные руки. В обратную сторону. Молодцы. Руки на пояс и тянемся в сторону. Хорошенько наклоняемся. Добавили вторую ручку. Перевернулись на другую сторону. И вторая рука. Теперь делаем вращение тазом. В другую сторону. И наклоняемся вперед. Ноги прямые. Тянемся насколько можем. Теперь к каждой ноге. И сделаем глубокий вдох и выдох. Опустились. Вдох, выдох. Еще разочек. Молодцы. Теперь давайте немножко поприседаем, разогреемся. Выдох наверху, вдох внизу. Не отстаем. Молодцы. Ноги вместе и крутим кружочки. Немножко можно присесть. В другую сторону. И теперь каждой ножкой. Остановились, сделали глубокий вдох и выдох. Ну что, давайте начнем нашу тренировку. И как обычно начинаем с кардио упражнений. Это у нас прыжки в сторону. Прыжок, прыжок. Переставляя ноги, делаем не слишком широкие прыжки. Помогаем себе ручками, при этом немножечко приседая. Совсем немного. Тут главное словить темп. Немного быстрее выполняем прыжки, чтобы почувствовать кардионагрузку.
Еще немного. Не забиваем дыхание. Остановились. Сделали глубокий вдох, отдохнули. И поехали. Приступаем к нашим главным упражнениям. Для этого мне понадобится коврик. И наше первое упражнение будет на пресс. Готовимся. Сначала мы делаем скручивание, как на велосипеде, но на велосипеде мы делали это чуть быстрее. Здесь немножко замедляем темп, делаем все более плавно, медленно. Чувствуем, как наши мышцы пресса напрягаются. Ни в коем случае не тяните себя за шею, просто придерживаем голову. Делаем так 30 раз, но в конце не останавливаемся. Дальше нас ждет сюрприз. Подняли ножки. И теперь делаем 20 раз подъемов. Вот такая у нас будет двойка на пресс. 30 скручиваний велосипедиком. И потом 20 подъемов корпуса с поднятыми ножками. Это позволяет нам проработать косые мышцы пресса и заодно прямую мышцу живота в целом. Вдох, выдох, вдох, выдох. Резкий подъем и медленно опускаемся. Молодцы. Отдохнули немного и переворачиваемся. Приступаем ко второму упражнению. Берем гантельки. Подкручиваем, если это нужно. И у нас будет двойка на руки. Тоже очень-очень эффективное упражнение. После него, если честно, у меня 3 дня болели трицепсы. Это очень хорошо. Я их наконец-то почувствовала. Делаем такой подъем гантелей. Перед лицом. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Опять же, берите гантели так, чтобы вам было действительно тяжело выполнять упражнения. Если вы не чувствуете, что вам тяжело, настолько с повторений, сколько я показываю я, то вам нужно увеличивать веса. Вы должны чувствовать работу своих мышц. Иначе просто результат будет очень маленьким или его вообще не будет. Еще немножко. Остановились. И теперь, внимание, мы сгибаем руки в локтях и опускаем гантели к лицу. На самом деле это очень экстремальное упражнение, особенно с моими гантелями, и здесь нужно быть аккуратней. Но именно из-за этого упражнения я очень хорошо чувствую трицепс. Вот эту часть, нижнюю часть руки, где у нас обычно собирается жирочек, болтается, мы именно работаем над этой зоной. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Еще немного. У меня гантели каждый по 5 килограмм, поэтому мне очень хорошо все чувствуется. И я вообще в восторге от этих упражнений. Молодцы, остановились. И сразу же, немножечко передохнув, потянув ручки, мы переходим к нашему упражнению на пресс. Возвращаемся. И делаем опять двойку на пресс, 50 повторений. 30 у нас идет велосипедиком и 20 подъемы корпуса. 3, 4, поехали. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Молодцы, подняли ножки и поехали 20. Раз, два, медленно, 3, 4, 5, 6, 7,
8, еще, 9, 10, 11, 12, 13, еще давайте, 14, 15, 16, 17, 18 и еще 19 и последний раз. Молодцы. Отдохнули, перевели дыхание. И давайте сделаем последний подходик с руками, да? 20 подъемов и 20 опусканий гантелей. Работают наши ручки. Следим за дыханием. Это очень важно всегда. Постарайтесь резко поднять гантели и чуть медленнее опустить. Еще немного. И теперь опускаем руки. 1, 2, 3, сильнее, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до конца, 10, 11, 12, 13, 14, 15 еще, 16, 17, 18, 19 и последний раз 20. Молодцы, умнички. Вот у меня болят руки. 3 дня они у меня болели, но я действительно почувствовала трицепс. Иногда нужно удивлять руки, это точно. Молодцы, отдохнули, потянули ручки, если слишком устали. Можно потянуть так. Локоть за голову. Это очень хорошо растянет трицепс. Сделали глубокий вдох, выдох. И переходим к нашему второму кардиоупражнению. Это будут у нас шаги руками в планке. Становимся в планку и начинаем касаться к плечу каждой рукой, стоя потом на одной ручке. Держим корпус ровным и чуть быстрее выполняем это все упражнение. Здесь у нас работает все тело в общем. Планки, вот эти все статические такие упражнения, но здесь мы как бы добавляем кардио из-за того, что быстро выполняем такие подъемы руки. А это задействует, в принципе, все наше тело. Еще немного. Отлично. Остановились. Потянулись. Отдохнули. Медленно встаем. Перевели дыхание. Осталось совсем немножко. Ну, это я так, можно сказать, говорю, еще больше половины. Пьем водичку и берем гантельку. Сначала одну. Если у вас есть гиря, было бы вообще замечательно. Если гантель, просто засовываем ее между пальчиков. Ноги на ширине плеч, можно чуть шире даже. И присаживаемся. Когда садимся, когда встаем, мы выводим гантель перед собой. Отличное упражнение. Работает попа. В принципе, тут и ноги работают, и руки, все тело, мышцы кора. Отличное упражнение. Так что поехали. Вдох, выдох. Вдох, выдох.
Когда встаем, не забываем напрягать ягодицы, чтобы они у нас еще больше заработали. Отталкиваемся пяточками, когда встаем. Выполняем упражнение, не останавливаемся, не отстаем. Отлично. Остановились, отложили гантельку, перевели дыхание. И переходим ко второму упражнению. Для этого понадобится уже 2 гантели. Становимся прямо, ноги на ширине плеч и начинаем делать упражнение. Это такая тяга двойная, можно даже сказать. Мы делаем мертвую тягу, опускаясь с гантельками, да. Здесь очень важно следить за своей спиной, она должна быть прямой. Таз у нас просто идет назад. Как бы попой мысленно открываем сзади стоящую дверь, можно даже так сказать. И когда мы поднимаемся, мы гантельки подтягиваем к себе, к поясу и перекручиваем их. Так что вот, если честно, это упражнение просто открытие и находка для меня. Вот здесь я очень хорошо чувствую мышцы спины. Особенно если кто сейчас работает над своей спиной, хочет убрать там лишний жирок. Это упражнение просто суперское. Здесь работают еще и ягодицы заодно. Так что работаем, работаем, еще раз работаем. Следим за своей спиной, это самое главное здесь. Умнички. Молодцы, мы еще к нему вернемся. Но, если честно, даже вот после первого же повторения, особенно если вес гантелей хороший, и вам тяжело выполнить упражнение, спина становится как будто не своя. Очень хорошо чувствуются мышцы. Надеюсь, вы тоже оценили его. Опять берем одну гантельку и переходим опять к нашим приседаниям маятник. Да, я люблю придумывать веселые названия к упражнениям. Спинка ровная и поехали. Наклонились, встали, вывели гантель вперед. Выдох. 3, 4, 5, ниже садимся. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Еще 21, 22, 23, 24, 25, 26, еще 27, 28, 29, 30. Не останавливаемся. 31, 32, 33, 34, еще больше. 35, 36, 37, 38, и еще 39, 40. Умнички, молодцы. Остановились. Молодцы, хорошо работаем. Немного отдохнули, потянулись, сняли напряжение. И переходим к, не побоюсь этого слова, моему любимому на сегодняшний день упражнению. Тройной тяги 25 раз. Наклонились, потянули. 1, 2, спина прямая. 3, 4, 5, 6, ниже гантели. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, еще немного. 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, выдох, вдох, 22, 23, 24 и последний 25. Умнички. Молодцы. Отдохнули. Нужно удивлять свои мышцы, иначе прогресса, результатов очень долго вам придется ждать. Перевели дыхание, глубокий вдох, выдох. Ну что, начнем наше кардио упражнение. Немножко взбодримся. Это скручивание стоя. Ручки наверх и поднимаем ногу поочередно. Скручивайте корпус, наклоняйтесь к ноге. Вдох, выдох, вдох, выдох. Резко делайте движение и медленно выпрямляйтесь. Нога прямая. И чуть быстрее. Энергичней, не отстаем. Еще немножко. И остановились. Молодцы. Передохнули. Нам осталась последняя двойка упражнений. Скажу вам по секрету, третья неделя будет еще тяжелее. Попьем водички. И кладем наш коврик. Переходим на пол. И следующее наше упражнение — это отжимания. По десяточке. Сначала на коленках и потом на ровных ногах. Я, наверное, думаю, что уже объяснять не стоит, что корпус должен быть ровным. Вдох, выдох. Наверху выдох, естественно. Попу не топорщим. Молодцы. Теперь на ровных ножках. Кто не может еще на ровных, продолжает на коленках 10 раз. Но стараемся. Если вы чувствуете, что можете еще сделать больше 20, то вам пора переходить на ровные ноги. Продолжаем через силу. Хотя руки уже устали, но мы должны добить это упражнение. Потянулись. Теперь отодвинем коврик в сторону. Сделаем наше второе упражнение. Становимся на одну ногу, вторая у нас на весу. И рукой мы должны достать к полу. Я думаю, уже знакомое для вас упражнение, но мне очень нравится, потому что я действительно чувствую здесь ягодицы, бедра горят. Вообще суперское упражнение. Главное здесь держать равновесие. Больше вес перекладывайте на пяточку. И касаемся рукой к полу. Если вы там теряете какое-то равновесие, ничего страшного, просто второй ножкой немножко подвиньте себя, возобновите равновесие и продолжайте дальше. Не останавливайтесь, не бросайте сделанное на полпути. Так что работаем вместе. И старайтесь как можно сильнее наклониться, чтобы у вас бедра заработали. Молодцы. Остановились. Делаем по 25 раз на каждую ногу. Сейчас переходим ко второй. Немножко отдохните. И теперь вторая нога. Правая. Наклоняемся. Держим равновесие. Хоть это уже нелегко, устали. Но давайте доделаем. Вторая рука тоже держит равновесие.
Еще немного. И есть. Молодцы. Остановились, у меня уже все горит, но я знаю, что нас ждет еще второй подходик, поэтому будет еще круче. Растянулись, потянулись, отдохнули и возвращаем наш коврик на место. И возвращаемся к нашим отжиманиям. Тоже по десяточке. Если вы уже слишком устаете, ничего страшного, не лежите на коврике. Может, вы просто сделаете на коленках, но сделайте хоть что-нибудь. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Становимся на ровной ножке. Раз, поднялись, выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, еще 9 и 10. Умнички. Кто со мной, я вами горжусь. Молодцы. Отдыхаем. Округлили спинку и медленно выпрямились. Ну что, еще не все закончено. Возвращаемся к нашему второму упражнению. На одной ножке наклоны. Еще немножко осталось, и вы будете просто молодцами. Отдохнули и поехали. Начинаем с правой ноги или с левой. Да, с левой ноги начинаем. Раз, 2, встали. Держим равновесие. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, еще немного, 21, 22, 23, 24, 25. Умнички, остановились, отдохнули. Перевели дыхание. Давайте еще немножко осталось. Вторая нога. Уже левая. Теперь левая, да. Наклонились. Раз. Медленно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, не падаем, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. Умнички. Молодцы. Ноги горят. Уже все онемело. Отдохнули. Теперь осталось только кардиоупражнение. И это у нас скакалочка. Проверяем свои шнурочки, чтобы нас ничего не сбивало. Нет скакалки, прыгаем на месте, всегда есть выход. И поехали. 80 прыжков, как обычно.
Сначала у нас 2 ноги идут вместе, 20 прыжков, потом 20 прыжков на одной ножке, 20 прыжков на второй ножке и 20 прыжков у нас со сменой ног. Если сбились, опять же, ничего страшного. Продолжаем. Сделайте больше, хорошо, умнички просто. Меньше, ничего страшного, отработаете на следующей тренировке. Но работаем. И теперь со сменой ног. Молодцы. Остановились. Сделали глубокий вдох, выдох. Отдохнули. Попили водички обязательно. И давайте сделаем нашу заминку. Как же без нее? Потянули шею. Для тех, кто делает заминку после душа, это тоже очень хороший выход. Как раз вы смоете в себя весь пот, всю усталость от тренировки, и потом разгоряченные, что очень классно, сделайте заминку. Но здесь я бы посоветовала вам больше уделять внимание упражнениям на растяжку именно, что тоже очень хорошо повлияет на рост ваших мышц, похудение и так далее. Или включить видео с растяжкой для начинающих. Ваш выбор. Но растяжку или просто какую-то заминку обязательно нужно сделать после тренировки. Хорошенько нужно растянуть руки, потому что они у нас очень сегодня хорошо работали. Руки в замок, вставляем грудную клетку вперед, голова смотрит прямо, хорошенько растягиваемся, кто насколько может, и наверх ручки. Молодцы. Ноги широко расставили и наклоняемся вперед. Растягиваемся. Наклоняемся к каждой ноге. Вроде бы как упражнения одинаковые, что в заминке, что в разминке, но упражнения, все движения в заминке должны быть чуть плавнее и медленнее. Больше затягивайтесь, больше остаетесь в положении, чтобы почувствовать натяжение мышц. Глубокий вдох и выдох. Опустились. Еще раз вдох. Выдох. Стали прямо, наклонились в сторону, потянули руку и добавили вторую. В центр и в другую сторону. Еще раз потянулись. Можно задержаться в положении, что будет еще лучше. И глубокий вдох. Стали еще шире. И растягиваемся. Носочек смотрит вверх. Опускаемся как можно ниже. Нога опорная
Пятка у нас не поднимается ни в коем случае. И поменяли сторону. Можно держаться за стену, за пол, за что вам угодно, чтобы не упасть. И встали. Вдох, выдох, опустились. Вдох. Сделали выпад в сторону. Коленко прямое. Руки наверх, тянемся назад. Наклонились, опустили колено и подтягиваем ногу к себе. Чувствуем натяжение передней поверхности бедра. Остановили ногу, держим ее в таком положении. И медленно встаем и делаем выпад на левую ножку. Руки наверх, тянемся. И подтягиваем ножку к себе. Отлично. Встаем. Спасибо, ребят, что провели эту тренировку вместе со мной. Теперь мы встретимся с вами в пятницу на следующей тренировке Go to Slim. Всем удачи. Пока.